Приветствую вас, друзья, и не приветствую вас, враги. Сегодня российский фюрер Путин объявил о проведении частичной мобилизации на России, в результате которой должно быть мобилизовано 300 тысяч человек. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Начатая им 24 февраля так называемая специальная военная операция полностью провалилась. Регулярная российская армия понесла колоссальные потери в живой силе и технике. Скрытая мобилизация, когда в армию набирали должников по кредитам, обнищавших мужиков с депрессивных регионов и зэков, результатов не дала. Путин заявил, что мобилизации подлежат только те, кто состоит в запасе и проходил службу в рядах вооруженных сил. Но на улицах крупных городов уже начали раздавать повестки прохожим. Все время, что Путин у власти, он врет. Это не видит только глупец. Врет он профессионально и убедительно. Школа КГБ налицо. Вспомните подводную лодку «Курск», его заявление о том, что он не будет баллотироваться на второй срок, что не будет поднимать пенсионный возраст, а в феврале месяце, что не будет проводиться мобилизация на России и спецоперацию в силах провести часть регулярной армии. Путин – это потенциальный лжец. Для успокоения народа были введены сглаживающие углы и снижающие напряжение термины: хлопок, задымление, отрицательный рост, перегруппировка, частичная мобилизация. Частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Частичная мобилизация ведь звучит не так жестко, как полная мобилизация. Правда ведь? А кто сможет посчитать, 300 тысяч человек будет призвано или 600, а может быть миллион? А ведь так и будет. Заявленные 300 тысяч – это всего лишь цифра для прессы. Реальные цифры планируемой мобилизации засекречены. Шойгу заявил, что линия фронта составляет более 1000 километров, и мобилизованных в первую очередь будут направлять для контроля уже захваченных территорий за линией соприкосновения. Но ведь еще вчера он вместе с Путиным говорил, что все идет по плану, все под контролем. Получается, опять врали? Мобилизованных будут отправлять в бой без сомнений. Те, что будут в тылу, не будут в безопасности, потому что хаймарсы работают круглосуточно. Самые боеспособные подразделения российской армии, включая десантников, разбиты. Представьте, что будет с теми, кого только мобилизуют. ВСУ проедут по ним, даже не заметив. Мне вот интересно, на чем будут воевать мобилизованные, ведь Россия уже потеряла самую современную и боеспособную технику, которая у нее была. 2200 танков, 4700 боевых бронированных машин, 1300 артиллерийских систем и так далее. С баз хранения будут сниматься старые Т-62, БТР-60, БМП-1, а для их восстановления на России недавно созданы 2 ремонтных завода. По словам Путина, Россия сейчас воюет не только против Украины, а против всего НАТО. А где же тогда тысячи натовских истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков? Где современные танки? Где хоть одна выпущенная в сторону России крылатая ракета «Томагавк»? Их нет, потому что НАТО на войну не явилась. А если бы явилась, то она продлилась бы не больше недели. По словам Шойгу, Россия потеряла на войне около 5000 солдат. По данным Генерального штаба ВСУ, эта цифра составляет 55 тысяч безвозвратных потерь и не меньшая цифра санитарных потерь. И она близка к правде. Ведь зачем при потерях всего 5000 объявлять мобилизацию на 300 тысяч? Воевать или нет, решать каждому россиянину лично. Но для начала ответьте себе на вопрос: а готовы ли вы отдать свою жизнь за несуществующие ЛНР и ДНР? Или лично за Путина, за яхты, за дворцы и за виллы олигархов? Если готовы, то покупайте большой черный пакет и добро пожаловать в Украину. А если не готовы, тогда саботируйте мобилизацию всеми возможными способами. АвтоВАЗ запланировал на 2023 год выпустить 300 тысяч упрощенных грант. Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Совпадение? Не думаю.
Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации. Гитлер 24 февраля 1920 года впервые огласил программу нацистской партии. Путин 21 сентября объявил о мобилизации, а в этот же день, 21 сентября 1925 года, был отдан приказ на формирование подразделений СС во всех городах Германии. История повторяется, но все мы помним, чем она закончилась. Третий рейх пал, путлеровская Россия также падет, автократия на России совсем скоро закончится.